Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Сегодня я вам покажу, как вяжется вот такой вот перри-утконос. Это полностью цельновязанная игрушечка, очень маленькая, она небольшого размера. Размер игрушечки 8 сантиметров. И вяжется она очень легко и быстро. Это такой вот маленький брелочек с карабинчиком. Прежде чем мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Если вам понравится со мной вязать, то поставьте, пожалуйста, лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить много интересных идей и новых мастер-классов от меня. Ну а теперь понадобится нам всего лишь 3 вида пряжи. Это желтая, коричневая и бирюзовая. Дальше этикеток у меня нету. Единственное, что Хималая Бурса Шенил, но это вся пряжа на 100 грамм 120 метров. Вот, и номера на Хималая Бурса нет номеров. Вот, поэтому, но вся пряжа идентичная. Берите любого производителя, и поэтому она вместе друг с другом сочетается. Глазки у меня 8 миллиметров. Просто обычные черные глазки. Также крючок номер 4, маркер, ножницы, также пинцет для того, что для набивания, скажем так, игрушки у меня такой вот пинцет. Ну и холофайбер. Давайте приступим. Итак, беру бирюзовую пряжу и набираю 2 воздушные петли. Теперь во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй ряд. Все 6 прибавок в каждую петлю. Хвостик будем вязать вместе. В каждую петлю 2 столбика без накида. Значит, маркер ставим в первый столбик. И дальше еще 5 прибавок. Вторая прибавка. Третья прибавка. Подтягиваем хвостик. Четвертая. Пятая. И шестая прибавка. Второй ряд провязан, в конце ряда у нас 12 столбиков. Третий ряд снимаю маркер и провязываю столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. И прибавка в следующую. 2 столбика без накида в одну петлю. Так у нас нужно повторить 6 повторений у нас в третьем ряду и 18 столбиков в конце. Столбик без накида в следующую прибавка. Столбик без накида в следующую прибавка. Столбик без накида, прибавка. Пятый столбик без накида, прибавка. Это будет пятое повторение. И столбик без накида, прибавка, шестое повторение. Третий ряд провязан. В конце ряда у нас 18 столбиков. Четвертый ряд. Снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер в начало ряда. Дальше провязываю еще 4. 2 уже провязали. 3, 4 и 5. Пятую я не довязываю и присоединяю желтую пряжу. В следующий столбик мы будем провязывать 5 столбиков с накидом желтой пряжей. 1, 2, 3, 4 и 5.
первый столбик вставляю крючок, одеваю петельку, подтягиваю и вывожу через первый столбик. Провязали мы ножку с вами. Теперь воздушную петлю делаю уже бирюзовой пряжей. Теперь провязываем, смотрим, чтобы мы не потеряли петельку возле лапки. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Пятую не довязываю. Одеваю желтую, меняю ниточку. И в следующий столбик вторая ножка. Провязываю в одну петельку 5 столбиков с накидом. Второй столбик. Третий. Четвертый и пятый. Вытягиваю немного петельку, одеваю в первый столбик петельку рабочую и подтягиваю ее, и через первую петельку я ее продеваю. Теперь меняю ниточку на бирюзовую, делаю воздушную. Теперь провязываю дальше 1, 2, 3, 4, 5. Провязали мы 5 петелек. В последний столбик я ввожу крючок, а вывожу уже желтую пряжу и делаю соединительный столбик. Вот соединительный столбик. Теперь подтягиваю бирюзовую ниточку. Вот так. Теперь провязываю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязав 7 воздушных петель в четвертую петельку от крючка 1, 2, 3, 4. Вот четвертая петелька. Я провязываю в эту петлю первый столбик с 2 накидами. Делаю 2 накида. И в четвертый столбик я провязываю первый столбик с 2 накидами. Теперь делаю еще раз двойной накид, и уже в следующую петельку я провязываю еще один столбик с 2 накидами. Теперь делаю накид. В следующий столбик я провязываю столбик с накидом. И в последнюю петлю полустолбик с 1 накидом. Полустолбик. Теперь в эту же петельку я ввожу крючок, а вывожу уже в последнюю петельку, вывожу уже бирюзовую ниточку и делаю соединительный столбик. Вот так. Теперь обрезаю ниточку желтую, подтягиваю. Вот такой хвостик у нас получается. Теперь я просто на узелочек завязываю хвостики, чтобы они не распустились. Но они, в принципе, не распускаются. Это я... Вот. Вот мы провязали с вами 4-й ряд. 5-й ряд провязываем 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь за воздушную петельку на ножке между ножками 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше за воздушную петельку на ножке и провязываем дальше 1,
2, 3, 4, 5. И вот последняя, там, где мы делали с вами воздушную петельку, ой, соединительный столбик, провязываем 6. Вот так. 7 ряд. Снимаю маркер. В первую петельку делаю, подтягиваю первый столбик и ставлю маркер. Вот хвостик у нас такой. Дальше провязываю еще 4. 1, 2, 3 и 4. Смотрите, здесь получается 1, 2, 3, 4, 5. Получается 5 столбиков без накида. Теперь вяжем крылышко. Крылышко набираем 1, 2, 3, 4 и 5. 6. 6 воздушных петель. Набрали 6 воздушных петель. Из третьей петли начинаем провязывать. Делаю накид и провязываю в третью петельку полустолбик с одним накидом. В следующую столбик с одним накидом. В следующую опять столбик с одним накидом. И в последнюю полустолбик с одним накидом. Вот крылышко мы провязали. Дальше мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 столбиков. Теперь вяжем в следующее крылышко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью петлю провязываем полустолбик с одним накидом. В следующую столбик с накидом. В следующую опять столбик с одним накидом. И в последнюю полустолбик с одним накидом. Итак, провязали мы второе крылышко. Теперь до конца ряда мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас получается следующий ряд провязан. В 8 ряд мы провязываем 18 столбиков без накида. Первый столбик провязали, ставлю маркер в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5. За крылышком 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. За крылышком 14, 15, 16, 17, 18. Вот мы провязали следующий ряд. Теперь 9 ряд. Снимаю маркер и провязываю. Первый столбик провязала, ставлю маркер в начале ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязав 8 столбиков, я провязываю следующие 3 столбика за заднюю стеночку петли.
Вот беру заднюю стеночку, вот, и провязываю первый столбик. Чтобы его не потерять, вот я поставлю здесь маркер. Вот за переднюю стеночку, вот поставлю маркер. И теперь провязываю еще 2 столбика за заднюю стеночку. Раз и 2. Провязали мы 3 столбика за заднюю стеночку петли. И дальше до конца ряда я провязываю за обычные столбики, за 2 стеночки. Получается 7 столбиков у нас. Все, вот такой вот следующий ряд я провязала. 10-й ряд я провязываю без прибавок и убавок. 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, 10-й ряд я провязала. Теперь обрезаю ниточку, небольшой хвостик. Все. Значит, нам больше не понадобится бирюзовая пряжа. Немножко вытягиваю петельку, чтобы не потерять. И давайте с вами свяжем клювик. Значит, клюв мы вяжем таким образом. Вот наш ряд. И вот 3 петельки. Я переворачиваю, одеваю в 3-ю петельку крючок, присоединяю ниточку, хвостик придерживаю, делаю одну воздушную, делаю накид, и в эту же петлю я провязываю полустолбик с одним накидом. Подтягиваю хвостик, убираю. В следующую полупетельку за передний столбик я провязываю 2 полустолбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Дальше я снимаю маркер. И в последний столбик, полустолбик, я провязываю 1 полустолбик с одним накидом. И делаю соединительный столбик в эту же петельку. Теперь обрезаю хвостик. И фиксирую. Теперь хвостики прячу. С одной стороны, с другой стороны. Прячу их вовнутрь. Вот, и клювик связан. Поправляю клювик. Вот такой клювик у нас связан. Все, и теперь нам нужно вывязать теперь шляпу. Теперь снимаю маркер. Петельку вот эту вот немножко снимаю, верхнюю петельку. Заканчиваю уже коричневой. Вот. И теперь следующий 11-й ряд я буду провязывать за заднюю стеночку петли. За заднюю. Полностью ряд 18 столбиков без накида. Провязав несколько петелек, я завязываю на узелочек концы и тоже вкладываю деталь. Дальше в первый столбик я ставлю маркер. Все, и до конца ряда я провязываю 18 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. Давайте так провяжем.
Провязала я 11 ряд. Теперь 12 ряд провязываем точно так же. За заднюю стеночку петли 18 столбиков без накида. Снимаю маркер и провязываю следующий ряд 12 за заднюю стеночку петли. И ставлю маркер. Вот. Значит, шляпку мы будем, поля шляпки вывязывать за 11 ряд. Поэтому для этого я определяю начало ряда, переднюю стеночку, чтобы не потерять ряд. Ставлю маркер в 11 ряду за переднюю стеночку. И дальше продолжаю 12 ряд за заднюю стеночку петли. 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 12 рядов. Теперь давайте на этом этапе вставим глазки, потому что начнем делать убавки, и нам нужно их вставить. Значит, смотрите, вот клювик наш, и вот над клювиком идет следующий ряд. И вот сразу, там, где заканчивается клювик, вот там, где заканчивается клювик, и вот прямо над клювиком я вставляю один глазик, и с обратной стороны, с другой стороны вставляю второй глазик, прямо над клювиком, с двух сторон. Вот так. Прям над клювиком. Вот, прям над клювиком. Все, давайте с вами закрепим. Итак, 13 ряд. 13 ряд я снимаю маркер и провязываю 18 столбиков без накида. Без прибавок и убавок, за полную петельку. Просто провязываю 18 столбиков без накида. Вот так. Теперь следующий 14 ряд. Снимаю маркер и провязываем столбик без накида. Ставлю маркер обратно. В следующую убавка. Дальше опять столбик без накида. В следующую убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего должно быть 6 повторений. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. И дальше мы с вами будем набивать игрушечку холофайбером. Вытягиваю петельку. Все, давайте набьем холофайбером игрушку. Все, набила я игрушечку. Вот так она выглядит. Все, и теперь последний ряд я снимаю маркер и провязываю все 6 убавок подряд. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Все, теперь фиксирую ниточку, делаю соединительный столбик
Так, одеваю иголочку и за полупетельки стягиваю отверстие. В центр вставляю иголочку, а вывожу в любое место. Подтягиваю, чтобы все затянуло. Все, и путаю ниточки. Ну и последнее. Так, теперь обрезаю хвостик. Так. Убираю все лишнее. Все, и наша уточка пока готова. Вот так она выглядит. И последнее, что мы должны сделать, и мы вывяжем поля для нашей шляпки. Итак, я беру коричневую ниточку, одеваю вот за переднюю стеночку 11 ряда. Вот, снимаю маркер и также вывожу ниточку через передний столбик, делаю 2 воздушные, делаю накид. В эту петельку я провязываю 2 столбика с накидом. Первый столбик и сюда же второй. Вот так. Хвостик убираю. И теперь провязываю следующую петельку в 11 ряду. Я провязываю столбик с накидом. 1 столбик с накидом. И так мы будем чередовать прибавку и столбик с накидом. В следующую провязываем прибавку. 2 столбика с накидом в 1 петлю. В следующую 1 столбик с накидом. В следующую опять прибавка, 2 столбика с накидом в 1 петлю. В следующую просто столбик с накидом. Так нужно провязать до конца ряда. Давайте так провяжем. Все, я поля вывязала, хвостики все спрятала. И вот такая вот у нас уточка, Перри утконос получился. Теперь нужно вставить карабинчик, либо просто вот такая вот небольшая игрушечка. Надеюсь, было все понятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.